Ну вот мы и в Припяти провели первую ночь в такой квартирке. Каждый поход у нас новая хата. Мы оборудуем себе новую квартирку каждый раз. На этот раз она не очень чистая, обои не в очень хорошем состоянии. Но зато здесь были два замечательных матраса. Здесь целые окна. За окном идет дождь. Подождем, когда он закончится, и пойдем на прогулку. Да, Светлана? Да. Это наш дом. К сожалению, он весь протекает. И осталось несколько комнат сухих, но в сухих комнатах очень хороший сохран. Вот такой вот диван здесь есть, шикарный. Его можно только очистить от пыли, как новый. Также здесь есть несколько хороших кухонных столиков. Шкафы, конечно, все поперевернуты, но думаю, что их тоже можно было бы привести в порядок. Все, пойдем. Идем дальше. У нас сегодня новая акция, поэтому скоро вы все увидите сами. Вот такая погодка сегодня. Дождик, туман, даже не видно арки. Так, мы пришли в магазин. Как магазин называется? Светлана, Что? как магазин называется? Пока не знаю. Сейчас посмотрим. Вот мы опять С кульком. с кульком. И вот такой красной штукой. Сейчас будем закупаться. Увы и ах, мы обнаружили, что магазин закрыт. К сожалению, сегодня, да, мы не сможем закупиться. На самом деле это просто тыльная его сторона. Спереди он открыт. Ну вот мы у главного входа в магазин. Сейчас зайдем туда. Дошли до входа в магазин. Это, скорее всего, пандус для приема товаров был. Все равно это не центральный вход. Пойдемте смотреть, чем нас порадует этот магазин. Ответственный за пожарную безопасность. Магазин в очень стрёмном состоянии, если честно. Так. Ну, более-менее. Это, наверное, холодильные камеры. Впереди. Да, это холодильник. Смотри-ка. Мясо. Стрёмное. На самом деле, очень стрёмный магазин. Выглядит как бункер. Куча вот этих вот дверей. Здесь колбаса, молоко. Товарное соседство не соблюдает. Молодцы. А здесь
обшивка вся рухнула. Вот эта вот изоляция. А вот так выглядел торговый зал в этом магазине. Холодильники, прилавки. Большой магазин был, хочу сказать. На этих сетках, наверное, товар подвозили. Дефицитный. Выбрасывали на прилавки. Посмотрите, даже тележечка осталась. Удивительная. Маленькая советская тележечка для покупок. Посмотри, без колес уже, без дна. Кассовый аппарат старый. И вот тоже кассовый аппарат. А вот здесь, я так понимаю, как раз был центральный вход. Двухэтажный магазин. Это торговый центр, наверное, какой-то был. Советский. Смотрим, что здесь написано. Работает с 9 до 21, перерыв с 2 до 5. Вот, до 15. Без выходных. Ничего себе! Что это? Что здесь происходило? Что-то выдавали, тоже кассовый аппарат. Ванна. Магазин овощи. Год. Кассовая книга. Санитарный журнал магазина овощи номер 15. Уже 13.01.86. Ну, если это был магазин овощи, то в таком случае я понимаю, как это все работало, потому что еще в моем детстве я застала точно такую же систему. Мы с бабушкой подходили к дыре в магазине, правда, это все было на улице, и нам вот по такой горке спускали картошку, лук, морковь, в общем, все овощи, какие мы покупали. Вот это я хорошо запомнила. А здесь, наверное, пробивали и расплачивались. Итак, мы поднялись на второй этаж этого магазина. По нашим предположениям, здесь продавались вещи. Это был такой универсам, скорее всего. Было несколько отделов разных, а здесь по ценам, смотри-ка, 16,5. Это чего? Советских рублей? Что-то дорогое здесь висело. 16,5. Сейчас еще заглянем вот на эти прилавки, посмотрим, что здесь осталось. Правила обмена промышленных товаров. Ну, правила все гудзами. Да, такие магазины я тоже еще помню в детстве.
Рекайкина А.Я. Такое здание. Мощности фонаря не хватает, конечно. Ну ладно. Здесь что? Ответственный за сансостояние подсобки номер 5 Абдурашитова Б.И. Здорово, доска осталась. Лучшие профессии. Ударники коммунистического труда. Актив профессиональной группы. И все это рисовалось вручную. Ничего не печаталось. Это все нарисовано и расписано от руки. Уголок профгруппы. Тоже все протекает. Ну-ка, дойдем до конца, посмотрим. Это офисные кабинеты, наверное. Все здесь куча ответственных. Листок с правилами. Очень много ответственных за пожарную безопасность здесь. На каждой двери. Это слишком огромный магазин, я уже заблудилась тут. Уголок продавца. Показатель, что? На 3-й этаж, где-то на крышу. Плакатик 9 мая. Это мы опять вышли в торговый зал. А это, наверное, раздевалка. Модельные босоножки, причем парные. Прощайки старушачьи. Людмила, смотри, вот такие башмачки как раз нам сейчас. Босоножечки. Советские босоножечки. Выход на крышу. Дождь уже почти закончился. Сейчас мы пойдем. Но ничего не купили. У нас нет таких денег.